Раз. Уважаемые товарищи программисты, скажите мне, боитесь ли вы искусственного интеллекта? Так как боюсь его я. Я его боюсь. Но не потому, что вы подумали, не потому, что он меня уволит, а потому, что он меня не уволит, а сядет рядом со мной и будет программировать. Меня это очень пугает. Я вам расскажу о своих страхах и расскажу, как я к ним готовлюсь, какие контрмеры принимаю. Для начала коротко о том, что нам всем программистам мешает жить, помимо, конечно, начальства, и как мы к этому относимся. Вы программисты, я так понимаю, да, большинство из вас? Кто любит свою профессию? Поднимите руку. Замечательно. Я тоже, но есть вещи, которые нам мешают. Например, я их разделил на 3 категории, давайте пройдемся быстро по ним. Первое – дефекты, баги. Мы пишем программы, делаем ошибки, например, в этой небольшой программе ошибка подчеркнута. Понимаете, к чему приведет? В рантайме имеем дефекты. Дефекты к нам поступают в бэклоге, мы их фиксим, и они, конечно, нас раздражают. Но, может быть, это не совсем и правильно так относиться к дефектам, как к раздражающему фактору. Много лет назад в прекрасной книге Стив МакКоннелл рассказал точнее, что на 1000 строк кода в среднем программисты делают от 10 до 20 ошибок. Хорошие программисты, плохие программисты, мы все делаем ошибки. Ошибки – это составная часть или неотъемлемая часть процесса разработки. Хотим мы этого или нет. К этой составляющей имеет смысл поменять отношение, относиться спокойно и, более того, с любовью и радостью. Если есть дефекты, значит, есть те самые 1000 строк кода, которые мы пишем. Мы провели небольшое исследование недавно и посмотрели, сколько же сейчас в open-source проектах программисты делают ошибок на 1000 строк кода. 20 лет назад было от 10 до 20. Сейчас, посмотрите, современные open-source продукты на разных языках программирования. В правой колонке та же самая цифра или та же цифра, также вычисленная, тот же коэффициент, отношение количества дефектов на 1000 строк кода. Вы видите, что цифры разные. Это не от 10 до 20, но это не 0. И это не миллион. Мы примерно держимся в неком диапазоне. У кого-то больше, у кого-то меньше. Я удивлен, что у Linux ядра самая малая цифра, а у VS Code самая крупная. Какая у вас цифра в проекте? Сколько вы делаете ошибок на 1000 строк кода? Уверен, что вы не знаете эту цифру, и это нехорошо. Стоит обращать внимание на такой показатель. Сколько же вы ошибок совершаете? Это здорово, если вы их совершаете. Принимайте ошибки как топливо, на котором работает команда по разработке. Чем больше ошибок вы находите в своем коде, чем больше вы их регистрируете, тем, конечно, меньше найдут их пользователи продукта. Так что ошибки – это хорошая вещь, но она является одним из раздражающих факторов. Второе – это дыры в безопасности. Вы, как программисты в финансовой организации, понимаете, как это важно. Что в этом коде не так, в строчке внизу? Почему я ее привел как пример для ошибок? Громче? Да, конкатенация. А почему это плохо? Конкатенация и SQL injection, совершенно верно. В качестве переменной x можно подставить кусок выражения, SQL-выражения, которое разделит весь запрос на несколько запросов, и там внутри может быть что угодно. Это утечка или дыра в безопасности, не приводящая к функциональной проблеме. Продукт будет работать, но в какой-то момент кто-то может воспользоваться ошибкой и данные наши украсть или разрушить. В прекрасной книге, опять же, 20 лет назад авторы сказали, что безопасность и ошибки безопасности в программном коде – это неизбежная составляющая процесса разработки. Мы будем совершать подобные ошибки, нас ждет будущее наше, наполненное этими проблемами. Книгу рекомендую почитать тем, кто так или иначе связан с софтом, касающимся банковской сферы. Ну и третья проблема, которая нас всех раздражает, это сложность. Я их сгруппировал все вместе. Грубо говоря, это грязный код. Это то, о чем наша конференция. Грязный код – это сложный код, это код, который дублирует сам себя, и код, в котором есть так называемый код smells или антипаттерны. Вы прекрасно знаете, что это. Например, код справа внизу никто не хочет ни читать, ни поддерживать, ни понимать. Я, по крайней мере. Это что-то сложное, что-то непонятное, написанное с нарушением многих правил программирования. О сложности было сказано прекрасно хорошим автором.
именно следующее. Если вы как программист считаете, что сложный код, написанный вами, это ваше достижение, если ваш код трудно понять, и только вы в нем можете разобраться, то скорее вы неправильно понимаете свою профессию. Сложный код – это признак плохого программиста. Хороший программист пишет простой код, который легко понимает и он, и его коллеги, и даже джуниор-программисты. Стараемся писать простой код. Это все пока интро главной части. Второе – это дублирование. Прекрасный автор, хорошая книга, классическая, ставшая давно классической, сказал, что дублирование – это главный враг хорошо спроектированной системы. Главный. Если вы взяли кусок кода из одного места и сделали копипаст в другое место, то вы открыли дорогу главному врагу. Будет трудно поддерживать такой код, потому что в одном месте нужно будет изменять его, а в другом месте мы уже забыли, что его тоже нужно изменять. Если плодить дублирование по кодовой базе, в итоге будем иметь много проблем. Вторая проблема – это дублирование. Ну и третья – это технический долг или всевозможные антипаттерны. Технический долг, опять же, прекрасная книга, очень рекомендую. Технический долг – это то, что накапливается в продукте в результате небрежного программирования. Где-то вы используете не тот паттерн, где-то вы не используете паттерн проектирования, где-то вы слишком сложно написали, где-то вы не тот алгоритм использовали, что пока вас устраивает, но в перспективе должно быть исправлено. И вам нужно подходить к своему коду как к саду, за которым вы ухаживаете. Все это я вам рассказал, чтобы показать, что мы все живем, как программисты, в ситуации постоянного стресса. В результате низкого качества программ, в результате технического долга, багов, утечек безопасности и так далее. С приходом искусственного интеллекта ситуация ухудшается. И я вам расскажу, почему. Роботы начинают рядом с нами или вместо нас программировать. Они пишут код, они его ревьювят, они его дописывают, они помогают программисту прямо в IDE завершать блоки кода. Кто уже сейчас использует Copilot или что-то подобное, какие-то яичные системы? Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. То есть роботы рядом с нами находятся. И проблемы, которые с нами были в последние 50 лет, начинают усугубляться. Расскажу почему. Во-первых, мы думаем, что роботы пишут правильный код. Мы доверяем машинам. Мы не ожидаем, что машина ошибается. Но калькулятор не может ошибаться. И компилятор не может ошибаться. Мы знаем, что если на калькуляторе мы ввели одно число, а затем умножили на другое, мы не перепроверяем калькулятор. Мы знаем, что он правильно посчитал. То же самое компилятор. Если вы дали ему программу на Java, вы знаете, что он правильный байт-код сгенерировал. Вы не проверяете его. А искусственный интеллект работает тоже как калькулятор. По крайней мере, он выглядит как калькулятор. Мы ввели, и он сразу нам дает ответ, в большинстве случаев не сомневаясь. Однако исследования показывают, статья прошлого года, после анализа кода, сгенерированного искусственным интеллектом и проанализированным после этого человеком, видно, что код машины, LLM-ки, генерирует некачественный, с ошибками, который склонен к сбоям и зависаниям, куда более склонен, чем код, который написал бы человек. Второе. Еще одно исследование этого года показывает, что по-прежнему трети экземпляров кода, которые написаны машиной, обнаружены серьезные недостатки. Но при этом, вспоминая, мы по-прежнему считаем, что это калькулятор, который не ошибается. Если бы это был калькулятор, которому мы изначально не верим, проблем бы не было. Мы бы знали, что нужно проверять. Но мы думаем, что это машина, которая ошибиться не может. Представьте себе, что вы взяли на работу джуниор-программиста, который выдает себя за синьор-программиста. Он такой взрослый, толстый, в очках, с бородой, и как будто бы все знает. Но знает он на уровень второкурсника. И пишет вместе с вами. И присылает вам код. И вы верите ему. Потому что трудно не поверить. У вас высокий уровень доверия к senior-девелоперу. Но он внутри junior-девелопер. Вот так работает LLM-ка сейчас. Под личиной senior-девелопера скрывается слабый программист. И это серьезная проблема. Представьте, что вы работаете вдвоем с программистом, рядом с вами сидит кодер, вы вместе контрибьютите в кодовую базу, вы стараетесь, а он совершает ошибки уровня джуниор-программиста. Понимаете, какие угрозы это создает?
Ну и третья статья. Если поручить LLM-ке, статья тоже этого года, если поручить LLM-ке проверять код, то есть проводить код-ревью, то программисты в итоге с себя ответственность быстро снимают, считая, что машина качественно проверяет. Опять же, представьте себе, что с вами сидит девелопер рядом, вы ему отправляете код, он его проверяет и говорит very good, но он, оказывается, джуниор, он даже не понимает толком, что вы пишете. А вы на него все эти полгода полагались. И через полгода вы понимаете, что вас обманули. У вас расчет был на неверный уровень качества вашего напарника. Второе. LLM-ки, оказывается, оказывают на нас дурное влияние. А именно, исследование этого года показывает, что LLM-ки, когда пишут код, то они вносят в программный код стиль программирования, который им нравится. Не вам, не вашему репозиторию, а тому стилю программирования, которому они обучены. А обучены они, сами понимаете, на чем? На всех возможных примерах кода из интернета, которые они могли увидеть. И вот они всю эту кашу переработали, чему-то научились, у них какой-то свой стиль программирования, свое понимание. Они приходят в ваш проект и программируют так, как они хотят. При этом представьте себе, вернемся к нашей аналогии, представьте себе, с вами рядом сидит в вашей команде junior-девелопер, который делает вид, что он senior-девелопер, и всех подговаривает писать, как он считает правильным. То есть каждому программисту он рассказывает: я знаю точно, как писать, давайте в моем стиле будем программировать. И люди начинают к нему прислушиваться. В итоге ваша кодовая база будет терять в качестве. Вы будете терять стилистику, вы будете терять те принципы, которые вы наработали внутри кодовой базы. Вы будете терять себя, терять свое качество. И это неизбежно, как говорят исследователи. Третье – утечка данных. Опять же, наша аналогия. Представьте себе этого джуниор-девелопера, который делает вид, что он синьор, всех настраивает против себя и еще и общается с конкурентом в этот момент, рассказывая ему, что вы здесь программируете. Как это происходит? Представьте себе, вы открываете IDE-шку, пишете в ней код, вам звонит коллега из соседнего отдела и говорит, что-то в продакшене не работает. Вы для того, чтобы проверить, вставляете в код пароль и логин в продакшн-сервер, чтобы просто запустить тест на локальном компьютере. Просто проверить, чтобы был туда запрос. Вы не коммитите эти пароли в репозитории. Вы честный программист, аккуратный программист. Но вы нажимаете кнопку Copilot, подскажи-ка мне, как написать. Что он делает? Он берет весь ваш исходный код вместе с паролем и логином, отправляет на сервер OpenAI и оттуда получает ответ. Да, будем надеяться, что OpenAI тут же удаляет ваш запрос. Но этого не происходит. Скорее всего, ваш запрос не удаляется. Скорее всего, он остается на сервере, будь то OpenAI или GigaChat. Смотрите, что пишет Gemini в своей полиси относительно таких проблем. Они не говорят, что мы не сохраняем ваши данные. Я прочитал внимательно всю полиси. У них нигде не сказано, что мы ваши данные вместе с логином и паролем тут же удалим. Они не удалят. Они просто говорят «don't enter confidential information». То есть это ваши проблемы, если вы это сделали. А мы уж возьмем и используем. Если они возьмут ваши запросы и на них сделают дообучение модели, то логин и пароль пойдет в модель следующей версии. И весь мир сможет получить доступ к паролю и логину, который попал туда случайным образом. Вы даже не нажимали кнопку «Отправить», вы просто спросили у Copilot, как исправить алгоритм на строчке 15 и 16. А в строчках 50 и 60 был пароль, и он улетел на сервер. Что говорит нам GigaChat на этот счет? А GigaChat говорит еще жестче. Он говорит, запрещается пользователю отправлять данные к нам на сервер, которые конфиденциальные. Google говорит, не отправляйте, а GigaChat говорит, запрещаем отправлять. Но ни один из них не говорит, если вы отправите, мы их удалим. То есть понимаете, что с вами сидит junior-девелопер, который постоянно рассказывает конкуренту о том, чем вы занимаетесь. Ну и последнее – давление менеджмента. Менеджмент думает, что роботы умеют писать код быстрее людей и качественнее людей. И давят на программистов. Они говорят, зачем вы так долго работаете над этой проблемой, если я могу спросить у чата GPT, и он мне ответит за 5 минут. Зачем мне программист, сидящий здесь 5 дней, занимающийся одной проблемой? Менеджмент считает, что мы такие же, как вот этот вот самозванец.
что мы по качеству, по уровню такие же, как junior developer, выдающие себя за senior developer. Я провел небольшой опрос у себя в телеграм-канале. Спросил, может быть, немножко не видно. Вопрос следующий был. Программист, в чем разница между тобой и роботом, который умеет писать код? Я спросил у программистов. Варианты ответов были 5 разных вариантов. 2 из них, первый, это я пишу код лучше, меньше ошибок делаю. Второе, я пишу чище код. Все остальные варианты другие. Например, я переживаю насчет дизайна, я на вечеринке хожу, а робот не может. Ну и последний, ничем не лучше, я просто более дорогой. То есть 3 остальных варианта, они более такие смешные и не относятся к качеству кода. Какой мы вывод из этого можем сделать? Лишь треть программистов считает, что они лучше, чем роботы. 2/3 занимаются самоуничижением. Мы убеждены в том, что мы хуже машин. Это вопрос к кодерам. Я спрашивал у программистов. Это значит мнение людей. Люди думают, что они хуже машин. Даже менеджменту давить на них не нужно. Менеджмент только заходит в комнату, а мы все знаем, что нам уже стыдно. Мы уже понимаем, что да, действительно, посадить чат GPT, он сделает все лучше. Вот вам результат. Вопрос. Я был крайне удивлен. Я думал, что люди скажут, нет, мы пишем лучше. Ведь исследования это показывают, мы же знаем на цифрах, из статей, что люди пишут код пока еще лучше. Может быть, через 5 лет ситуация изменится, и такой опросник будет иметь смысл. Но сейчас это смысла не имеет. То есть менеджмент давит на нас, мы будем прогибаться, думать, что да, действительно, нам будет стыдно, что такой грамотный рядом с нами специалист, а мы так медленно программируем. Что же делать? Подходим к самой интересной части. Что с этим делать? Как бороться с такими роботами, которых вам будут так или иначе в ваши команды внедрять? То ли вы это будете делать сами, включать всяких помощников в IDE-шках, включать в командной строке помощников, вы будете это делать. Либо к вам придет менеджмент так или иначе, сегодня или завтра, и заставит использовать роботов, которые вам будут подсказывать, помогать и так далее. Как защититься от их дурного влияния? Как сделать так, чтобы они не испортили кодовую базу? Как сделать так, чтобы они не вносили в код мусор, который потом нам же разгребать, людям? Я вижу 5 способов. Начну от простого к сложному. Первый. Нужно научиться команде делать код-ревью малыми порциями, небольшими. В большинстве команд, к сожалению, этого не происходит. В большинстве команд, мой опыт показывает, люди принимают большие pull-реквесты, крупные, и ожидают, что в каждом pull-реквесте будет большой цельный блок работы. Если так делаете вы, так же будет делать и LLM-ка. Она будет присылать вам большие порции кода, и вы не сможете проверить, что написал там этот самый самозванец. У вас не будет возможности сделать качественное ревью. То есть пока не пришли роботы, начинаем писать код малыми порциями. Google сделал исследование. Правда, оно достаточно такое уже взрослое, 18-й год, то есть прошло 7 лет, но я думаю, что мало что поменялось с тех пор. Google считает, что есть прямая корреляция между размером pull-реквеста и качеством код-ревью. Чем меньше кода в pull-реквесте, тем качественнее вы можете проверить того самого робота, который пытается вам вставить бракованный код в репозиторий, не имея ни совести, ни ответственности, никаких эмоциональных привязок к вашей команде. Чтобы с ним бороться, делайте малые код-ревью, малые pull-реквесты. Что такое малые? Еще одно исследование, оно куда более взрослое, ему почти 12 лет. И тем не менее, это анализ open-source репозиториев, в котором авторы показали, какой средний размер pull-реквеста. 44 строки кода, 25, 32, иногда 263, что очень много, 78. Это среднее количество. Понятно, что есть pull-реквесты супер малые. 2-3 строки исправили и сразу в merge. Но в среднем мы должны стремиться все-таки к снижению размера pull-реквеста. В моем понимании более 100 строчек pull-реквест – это уже риск. Если вы разрешите программистам делать большие pull-реквесты, LLM-ки научатся, увидят, как вы это делаете, и будут делать то же самое. То есть внедряйте практику малых изменений. Малые изменения дадут вам возможность защититься и от бестолковых джуниор-программистов, и от роботов, которые на них похожи. Второе. Контроль покрытия тестами. Наверное, тесты пишут все, да? Хотя, когда я выступал, когда-то, помню, 5, 7, 10 лет назад на конференциях, на вопрос, кто пишет юнит-тесты, поднимали 5 человек в зале руки. А кто сейчас пишет юнит-тесты? Не пугайте меня. Многие, да? Хорошо.
Так вот, пишут-то многие. А я вам сейчас задам второй вопрос, и вы увидите, как мало рук будет поднято. А кто из вас контролирует сборку по проценту покрытия тестами исходного кода? Тест coverage кто контролирует? 1, 2, 3. Ну вот 4. 5. Есть такая метрика, тест coverage. Это значит процент кода исходного, покрытого тестами во время прогона полного тест-цикла. Чем больше процента кода у вас покрыто тестами, чем, ну, скажем так, простыми словами, чем больше строк кода задействованы в то время, как выполняются тесты, тем лучше. В идеале 100%. В идеале весь ваш код должен во время тестирования быть задействован. Все строчки кода должны так или иначе быть выполнены. Каков этот процент? Мало кто знает, с одной стороны, и еще меньше людей контролируют. Что значит контролируют? Не разрешают программистам уходить ниже определенной границы. Если у нас в репозитории, например, 80% покрытия, то мы не разрешим никакому программисту сделать 79. Если программист сделает 79, мы сделаем реджект на его pull request и заставим добавить тестов. Это хорошая практика, по мнению многих. По мнению кого-то другого, я знаю мнение программистов, считающих, что это не так, что не нужно контролировать coverage. Послушаем компанию Google. Компания Google говорит в статье 2019 года. Они говорят, мы не применяем никаких принудительных порогов покрытия тестами. Порогом называется то, что я вам только что рассказал. Не применяем, они говорят. Хорошо, не применяем. Однако тут же в этой статье, в этой же сказано, но у нас есть добровольная система оповещения, которая определяет 5 уровней порогов. Мы не заставляем, но есть 5 уровней. Что это за 5 уровней? У них в этой же статье определены 5 уровней. Если у вас coverage automation вообще disabled, как у многих здесь, это уровень 1 в вашем проекте. Если у вас используется coverage automation, то есть вы высчитываете цифру, но никак не запрещаете программистам как-либо уходить ниже цифры, у вас уровень 2, так называемый, у вашего репозитория. А если у вас 90% coverage, то у вас уровень 5. Вот так делает фирма Google. Я вам рекомендую делать точно так же. Не обязательно 90, но какая-то цифра у вас нужна. Настройте систему сборки информации о тест coverage, и эту информацию используйте для принятия решения о том, принимать изменения или нет. Когда к вам придут роботы, самозванцы, делающие вид, что они все умеют, они пришлют вам код со слабым покрытием, и вы сможете их остановить, потому что система уже будет готова к этому. Вы к этой угрозе будете готовы. И роботы будут вынуждены писать достаточное количество тестов. Когда они пишут много тестов, они сами натыкаются на свои ошибки и вынуждены их исправлять. Если роботу дать свободу писать без тестов или с малым покрытием, он легко справляется с задачей, но делает очень много ошибок. Куда больше, чем если бы мы его контролировали. Третье. Стандарты кодирования. Интересная штука. Называется манифест. Я не знаю, слышали вы или нет. Такой современный термин называется Agent Coding Manifest. Не знаю, как его правильно перевести. Это пример из нашего репозитория. Есть ссылка на GitHub. Это пример текста, который мы используем. О чем идет речь? Когда вы работаете с роботом, с LLM-кой, она, редактируя ваш код, знает то, что она знает. Те принципы программирования, которые ей известны. Ваших принципов она не понимает. Она не знает, например, что вы любите называть переменные camel case. Или наоборот, вам нравится больше kebab case. Она этого не знает. Она может, конечно, взглянуть на ваш предыдущий код и сделать вывод об этом. Но в общем случае она подходит к вам с чистого листа, к вашему репозиторию. Вы можете написать так называемый кодинг-манифест, в котором изложить все ваши стандарты программирования, рассказать ей, как вы хотите, чтобы она программировала. Считайте, что к вам приходит в проект junior developer, и вы его обучаете, вы его тренируете на старте и говорите: садись, бери кофе, будем тебя 3 часа тебе рассказывать, как мы пишем на Java. Не как вообще писать на Java, а как мы пишем на Java. Так вот, вы должны такой документ составить и положить в репозиторий. Это необходимо. Если вы этого не сделаете, LLM-ка будет вслепую с вами работать. Она ваш репозиторий и ваш стиль не понимает. А создать такой документ крайне непросто. Потребуется время. Вы должны его написать так, чтобы он был лаконичный, чтобы он был компактный и при этом рассказывал LLM-ке все, что нужно знать о вашем стиле программирования. Есть репозиторий, недавно нашел, где публикуются утекшие или украденные промпты
или системные промпты, так называемые, которые используются ChatGPT, Anthropic и так далее. Открытый репозиторий на GitHub. Посмотрите там, как пишутся подобные кодинг-манифесты. В каком они стиле. Возьмите оттуда самое ценное, составьте свой кодинг-манифест и положите в репозиторий. Вы таким образом приготовитесь к войне с роботами. Многие, наверное, знают этот известный твит, не так давно опубликованный, о том, что самый горячий язык программирования сегодня — это английский. Действительно, глядя на ситуацию с кодинг-манифестом, можно подтвердить это утверждение. Действительно, вам придется программировать на английском языке. Вам придется научиться писать на английском то, что вы бы программисту, пришедшему к вам в офис, рассказывали бы на пальцах или на примерах кода. Представьте, я прихожу в ваш проект и спрашиваю вас: ну как вы здесь программируете, расскажите. И вы начинаете меня учить. Ну, ты знаешь, мы вот файлы размещаем вот так, а классы мы именуем вот так, а методы мы вот так не именуем, а так именуем. Вот такие паттерны мы используем. А эти не используем, мы пробовали, нам не подошло. И всю эту информацию вы будете передавать в голову программиста день за днем, может быть, месяц за месяцем. Вам нужно это сделать быстро, LLM-ки в виде манифеста. Попробуйте его написать уже сейчас. Без него будет сложно. Стиль. Стиль программирования. Стилистика. Стайл-чекинг. Когда вы пишете код, есть определенный стиль, которого вы придерживаетесь. Кто вообще считает, что стиль в программировании не важен, а важно, чтобы работало? Поднимите руки. Замечательно. Таких людей нет, хотя, может быть, вы просто боитесь поднять руки, потому что мы на конференции про чистый код. Но есть такие люди, и я их встречал в своей жизни, которые говорят: стиль не важен, у каждого свой стиль. Я написал этот класс моим стилем, а соседний программист написал своим стилем. У него там табуляция, у меня пробелы, у него переносы строк стоят таким образом, у меня по-другому. Это не важно. Это важно. И вы со мной согласны, поскольку никто руку не поднял. Так вот, контролировать стиль нужно не только разговорами с программистами, не только взаимным, так сказать, согласием о том, как мы программируем, а роботами, инструментами. Роботы — это у нас те, которые к нам придут. Инструментами. Должны быть инструменты, вами настроенные, которые бьют по рукам программистов за то, что они нарушают стилистику. Например, я вам короткий список наиболее популярных инструментов для стайл-чекинга. Вы можете в свой язык программирования встроить их, взять какие-то другие и настроить их под себя. Чем строже, вот мой поинт, наверняка вы все это знаете, это очевидные вещи, но мой поинт в том, что чем строже вы настроите инструменты контроля стиля, тем легче вам будет справиться с роботами. Опять же, робот приходит к вам, не понимая вашего стиля. Нужно, чтобы он наткнулся на барьер, нужно, чтобы он написал код, и его кто-то хлопнул по рукам. И сказал: здесь не так форматировать нужно, здесь не так. Он поймет, он быстро сообразит, как нужно сделать правильно. Но ему нужна обратная связь. И у вас не будет времени, сил и энергии вручную объяснять роботу каждую строчку, чтобы он ее переделывал. У вас должна быть в репозитории система контроля стилистики. Возьмите какой-то один из них, и вот смотрите интересные цифры. Какое количество чекеров, или, как это сказать, рулов, правил внутри каждого стайл-чекера. Огромное количество. Представьте себе в Клангтайде почти 700 правил. Вы 700 правил вручную не запомните. Вы не сможете объяснить никакому роботу, да и никакому программисту, что он сделал что-то не так, держа в голове 700 правил. А стайл-чекер может, если вы, конечно, все правила включите. Рекомендую вам использовать стайл-чекеры с максимально жесткой конфигурацией. Когда вы его вставляете, берете в проект, интегрируете в проект, включайте конфигурацию на максимум. Пускай это будет болезненно, пускай программисты возмущаются, пускай у вас будут трудности на старте, но лучше вы их пройдете, и тогда вы будете во всеоружии, когда к вам придут роботы и будут вас трэшить ваш репозиторий. А именно этим они и будут заниматься. Представьте еще раз себе джуниора, который приходит в ваш проект, делая вид, что он синьор, и начинает писать в той стилистике, в которой ему хочется. И никто его не останавливает, кроме вас, который делает код-ревью, еще и огромный, 1000 файлов он вам присылает, все отформатировано кое-как, а тесты проходят. И вы не понимаете, что там за дизайн, какие там паттерны, как он это сделал. Вроде бы тесты проходят, но вы принимаете и имеете, что имеете. И назад дороги уже не будет, поскольку совести у него нет, вы его не накажете за это. И вот несколько экзотических стайл-чекеров, которые, может быть, вам будут полезны посмотреть. Например, shell check. Кто когда-нибудь использовал shell check?
1 человек. Прекрасный 2 человека. Это чекер для башевских скриптов. А кто на баше пишет скрипты? То есть вы пишете на баше скрипты, но не используете shell check. Попробуйте использовать. Он вам расскажет так много интересного о ваших баш-скриптах. Он покажет вам такие интересные ошибки, которые вы совершаете. Я получаю огромное удовольствие, программируя на баше сейчас, после того, как я целый год бился о правила shell check. И в итоге понял, что он от меня хочет, как он считает правильно, нужно и безопасно программировать в баше. То же самое касается остальных чекеров, которые для файлов самого разного размера. Например, докер-файлы. Докер-файлы пишем, как много из вас использовали Hadolint. Это чекер для более качественного, более грамотного форматирования докер-файла. Не просто форматирование, не как пробелы расставлять, а какие команды использовать, в какой последовательности, что можно вызывать, что нельзя. Чекеры вам помогут обезопасить вас от машин. Ну и последнее. Последнее, что нам нужно, самое сложное, здесь у меня нет для вас ответов точных. Это такой открытый вопрос, который нужно исследовать, как я это понимаю. Описание архитектуры. Нужно, чтобы в проекте знания девелоперов и архитекторов каким-то образом были переведены в английский язык, чтобы LLM могла понять, как вы программируете. Приведу конкретный пример. Посмотрите на 2 блока кода. Один написан на C++ и второй на C++, они оба на C++. В левом примере мы пытаемся прочитать из файла некий контент. Если у нас не получается, мы возвращаем -1. Если получается, возвращаем 0. Вполне себе понятный, так сказать, обработка ошибок. В правом случае, в правом примере, мы тоже пытаемся что-то сделать с файлом, только в этом случае сохранить файл. Если у нас не получается сохранить, мы выбрасываем exception. Оба файла работоспособные. Они сделаны, может быть, даже одним программистом, может быть, даже в один и тот же интервал времени. Но они являются собой яркий пример неконсистентного метода или способа обработки ошибок. В одном месте программы вы одним способом обрабатываете ошибки, касающиеся файловой системы, в другом – другим. Ни один стайл-чекер вас не поймает. Ни один контролер кода вас не поймает. И ни одна LLM-ка вас не поймает на больших объемах. Если вы, конечно, покажете LLM-ке 2 этих коротких кусочка C++ кода, то LLM-ка скажет, да, у вас здесь неконсистентно. Но если вы откроете репозиторий, в котором 1000 файлов, в одном месте будет так, а в другом файле, далеко от него находящемся, будет по-другому, вы безоружны. Никто не поможет вам поймать такую ошибку. Это дефект архитектурного уровня. И современная наука, техника бессильна против этого, почти бессильна. Я вам покажу кое-что. Но это, конечно, ерунда по сравнению с теми угрозами, которые мы имеем. То есть программисты пишут, как хотят. А теперь представьте, вы приглашаете в ваш проект junior-девелопера, робота, который выдает себя за senior-девелопера. И говорите, напиши мне 3-й сниппет в 3-м файле. И он пишет каким-то 3-м способом. И допускает еще одну ошибку, похожую на это. Тоже каким-то своим способом обрабатывает ошибки. Как вы его поймаете? Как вы сможете этому противостоять? Потому что и тот код легко пройдет код-ревью. Если, конечно, вы не архитектор, который держит руку на пульсе и внимательно следите за всеми изменениями, вы увидите, что так нельзя. Я помню, что мы везде возвращаем -1 в случае ошибки. И поэтому правый код нет, так не делайте. Скорее всего, вы не поймаете руками. То есть необходим какой-то инструмент или какой-то механизм, где мы могли бы описать текстовым способом, как мы, например, обрабатываем ошибки, и LLM-ка прочитает и сообразит, что можно только так делать. Наша архитектура такова. То есть необходимо изобрести некий язык описания архитектуры или, может быть, некий инструментарий описания архитектуры, который можно было бы положить в репозиторий и к нему каждый раз обращаться при работе с роботами. Какой это язык, я не знаю. Его, по-моему, не существует. Например, есть такое исследование, довольно старое, в котором говорится, что если у вас есть хороший readme-файл, то у вашего репозитория как будто бы будет больше популярность. Я думаю, почему я привожу это исследование здесь, кажется, что readme-файл — это место, в котором как раз можно описать архитектуру. То есть имейте в репозитории некий стартовый readme-файл, который, с одной стороны, будут читать люди и понимать, что там сказано, и как ваш репозиторий работает. А с другой стороны, роботы на него тоже обратят внимание.
И роботу LLM будет трудно пойти наперекор тому, что сказано в readme файле. Как LLM работает? Она пытается найти ответ на вопрос, который вы задаете, минимально отклоняясь от всего того контекста, который ее окружает. То есть вы спрашиваете что-то, она строит ответ так, чтобы он совпадал и с тем, что вы спросили, максимально близко был, и с тем, что она знает до этого, и с тем, что у вас лежит в репозитории. Вот она между этих всех координат пытается вам выдать ответ, который ближе всего будет к тому, где мы находимся. readme файлом вы поможете. Ну и последнее, наверное, есть такой инструмент ArcUnit. Кто слышал когда-нибудь об этом? Вряд ли, да? Вот 2 человека слышали. 3 человека. Мы пытаемся его использовать кое-где, но он может как-то помочь. Ну, например, мы можем сказать, что из модуля source можно обращаться в модуль target, но никогда нельзя обращаться в модуль foo. Вот это правило мы можем сформулировать в виде юнит-теста. То есть вы будете запускать юнит-тест на JUnity написанный, который будет сканировать байт-код весь и смотреть в этом вашем байт-коде, были ли обращения из модуля source в модуль foo. Это картинка с их сайта. И если такое обращение было, то юнит-тест будет падать. Вполне себе неплохой способ контроля. Но как много вы можете написать на ArcUnit? Оказывается, что не так уж много. Мы пытались написать что-то такое более-менее объемное. Получается не очень, к сожалению. То есть открытый вопрос. Думайте, как это сделать. Мы не знаем. Мы обсуждаем это, и никаких решений пока таких вот серьезных нет. Как будто нужен какой-то язык специальный, который, с одной стороны, английский, а с другой стороны, такой технический. И на этом языке, чтобы можно было писать, рассказывая о том, как наша архитектура устроена. И тогда, если мы все описали, настроили стайл-чекеры, поставили там контроль coverage, тогда можно приглашать роботов в огромном объеме, не беспокоясь о том, что они навредят. Они тогда будут контрибьютить, выдерживая нашу стилистику и нашу архитектуру. Вот к этому мы должны прийти. Пока, к сожалению, мы не там. Все, на этом все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Спасибо большое.